Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Jonathan. В каждом своем видео, помимо развлекательной составляющей, я пытаюсь вам передать какие-нибудь полезные знания и навыки, которые я приобрел самостоятельно, обучаясь бандарному ремеслу. Меня всегда интересовал вопрос повторного применения деревянных клепок от старых, отслуживших свое деревянных бочек. В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как из вот таких вот дров сделать дубовую бочку. Учитывая то, что клепки очень старые и покрашены краской, мне пришлось срезать верхний слой древесины на внешней стороне каждой клепки. Работа, скажу я вам, очень пыльная и довольно небезопасная. В порах древесины скопилось очень много пыли, краски и другого абразивного материала. Лучше было бы, конечно, использовать ленточную пилу, но учитывая то, что у меня отсутствует пильное полотно с твердосплавными напайками, приходится довольствоваться циркулярной пилой. Далее я обрабатываю на фуганке обе боковые грани каждой клепки, выравнивая их и убирая все вмятины. После обработки клепки выглядят уже довольно прилично, несмотря на их почтенный возраст. Также мне необходимо снять винный камень, который отложился на внутренней стороне каждой клепки за многолетнюю эксплуатацию данной дубовой бочки. Для этого я использую самодельный нож и угловую шлифовальную машину с лепестковым абразивным кругом. В завершении данной операции я использую кусочек наждачной бумаги, которым снимаю все зазубрины и шероховатости. После обработки все клепки выглядят просто отлично, и их уже приятно брать в руки и проводить с ними дальнейшие манипуляции. Как выяснилось в процессе обработки, все торцы клепок сильно повреждены червоточиной, что в принципе сыграло мне на руку, так как я и так собирался их все равно укорачивать для уменьшения объема бочки. При изготовлении каждой деревянной бочки я стараюсь время от времени возвращаться к ручному инструменту. Есть что-то завораживающее в шелесте стружки, в запахе свежесрезанной древесины, да и ощущать, что в твоих руках кусок дерева превращается во что-то красивое и полезное, довольно приятно. В данном случае для придания нового радиуса внешней стороне каждой клепки я использую ручной струк.
После обработки, несмотря на различную ширину этих двух клепок, вы можете увидеть, что радиус внешней стороны у них абсолютно одинаковый. В связи с уменьшением количества клепок в бочке с 26 штук до 20, мне пришлось изменить и угол боковой грани клепок с 7 градусов до 9. Для этого я снова использую фуган. Для сборки остова бочки я, как обычно, использую рабочие обручи. Ну и скажу я вам, что собирать остов бочки из гнутой клепки намного сложнее, чем из прямой. Она постоянно пытается выскочить из ряда. И тут бы, как говорится, не помешала еще одна пара рабочих рук. Собранный остов необходимо хорошенько пропарить, чтобы все клепки плотно прилегли друг к дружке. Для пропаривания бочки можно использовать паровую баню или парогенератор. Но я по старинке пользуюсь открытым огнем и периодически поливаю бочку холодной водой. Хорошенько распарив древесину бочки, я снова подбиваю обручи, таким образом убирая все щели и зазоры. Также необходимо выровнять клепки в середине бочки, то есть в куке, относительно друг дружки. Для дальнейшей обработки нужно хорошо зашлифовать внешнюю сторону уторов бочки, убирая даже незначительные ступеньки между соседними клепками. Также нужно тщательно выровнять торцы клепок между собой. Для обработки внутренней части уторов бочки я использую пазовую фрезу диаметром 20 мм при высоте рабочей части 40 мм и ручной фрезер с параллельным упором и самодельной направляющей. Необходимо сделать одинаковую толщину всех клепок в торце бочки. Для этого находим клепку с наименьшей толщиной и по ней равняем остальные клепки.
Утор обрабатываем на глубину 30-50 мм в зависимости от объема бочки. Аналогично обрабатываем противоположную сторону бочонка. Выровняв все клепки по толщине и сделав окружность внутри бочки, можно приступить к нарезанию канавки для днища, или, как это звучит на профессиональном языке, уторного паза, размером 3 на 3 мм. Для выполнения этой операции я использую все тот же ручной фрезер и фрезу для нарезания боковых пазов с высотой рабочей части 3 мм. В верхней части фрезы расположен откаточный подшипник с диаметром меньшим на 6 мм, чем диаметр рабочей части самой фрезы. Эта разница в диаметрах и позволяет нарезать уторный паз глубиной 3 мм. И в завершении я снимаю фаски на торцах клепок деревянной бочки с каждой стороны. Закончив работу с остовом бочки, я перехожу к днищу. Снова очищаю винный камень и краску с обеих сторон с использованием все того же лепесткового наждачного круга и шлифмашинки. Разделив днище на две половины, для выравнивания и уменьшения толщины клепок, я каждую половину пропускаю через резус. Далее нужно разобрать днище на клепки и вытащить старые направляющие. Задача, прямо скажем, не из легких, так что придется повозиться. Удалив все направляющие, необходимо выровнять боковые грани клепок днища. Для определения радиуса нового днища, который равняется 1/6 окружности бочки и который измеряем по уторному пазу, я использую циркуль. Положительный результат будет в том случае, когда ножка циркуля через 6 шагов попадет точно в начальную точку. Это и будет новый радиус. Радиус вычисляется для каждой стороны бочки отдельно. Примерно прикинув диаметр, отмечаем места для новых направляющих и собираем днище. Для герметизации старых отверстий в клепках я использую специальный герметик для дубовых бочек, состоящий из воска, мела и парафина. В качестве направляющих я использую пруток из нержавеющей стали диаметром 2,5 мм.
Собрав донный щит, вычерчиваем измеренный диаметр с помощью того же циркуля. Далее вырезаем новое днище на ленточной пиле или с помощью электрического лобзика. На торцах новых днищ необходимо снять фаски с обеих сторон. Я делаю эту операцию на самодельном фрезерном столе с использованием фрезы для снятия фасок с углом 60 градусов. Сбив обручи с одной стороны бочки, устанавливаем новое днище. Это действие требует определенной сноровки и иногда, даже у меня, вызывает некоторые сложности. Убедившись, что днище встало в уторный паз, набиваем обруч. Процедуру повторяем с обратной стороны. Используя портняжий метр, либо, что предпочтительнее, кусок нетянущейся веревки, измеряем диаметр чистового уторного обруча. Отрезаем необходимую длину металлической полосы шириной 30-35 мм и толщиной в 1,5 мм. Предварительно прибавим к измеренному значению двойную ширину полосы, то есть 60-70 мм. Для соединения обруча. Просверлив два отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 15 и 45 мм от края обруча, я скрепляю обруч металлическими заклепками размером 5 на 10 мм. После этого тщательно расклепываю одну сторону обруча, придавая ее профилю форму трапеции. Хорошо зачистив посадочное место и натерев его мелом, набиваем уторный обруч с помощью молотка и специальной набойки. В качестве набойки можно использовать старое зубило. Набив обруч, убираем наждачную бумагу и заусеницы под ним, которые обязательно образуются. Установив уторные обручи, я шлифую бочку снаружи. Для этих целей я использую полировальную машинку с регулировкой оборотов. В отличие от угловой шлифмашинки, тут максимальные обороты в 3500, и этим самым гарантируется отсутствие перегрева и подгорания шлифовального круга и черных полос на поверхности бочки впоследствии. Закончив работу по шлифовке бочки, устанавливаем недостающие обручи.
Теперь подошла очередь до изготовления деревянной пробки для дубовой бочки. Пробку, как обычно, я вытачиваю на самодельном токарном станке, который был сделан мной из куска швеллера и двигателя от стиральной машины. И последний штрих. Сверлим шпунтовое отверстие и примеряем пробку. Все отлично. Друзья, я не претендую на пальму первенства по перерезке деревянных бочек, но вполне доволен полученным результатом. Я считаю, что такая технология вполне имеет право на существование. Спасибо большое за ваш просмотр.